Сингапур расположен на 63 островах, и один из них полностью посвящен всевозможным развлечениям. Это остров Сентоза. Здесь есть вся необходимая туристическая инфраструктура – отели, кафе, рестораны, аттракционы, аквапарк, океанариум, музеи, казино и даже пляжи. Некоторые туристы останавливаются здесь на несколько дней, так как за один день исследовать все локации просто невозможно. Поэтому перед посещением лучше сразу подготовиться и определить для себя, куда именно хочется сходить. Полный список активностей можно посмотреть на официальном сайте, ссылку оставлю в описании под этим видео. При этом не стоит думать, что без денег здесь нечего делать. На острове найдутся даже полностью бесплатные развлечения. За один день мы посмотрели океанариум, расслабились на пляже, познакомились с историей острова и посетили одну очень необычную выставку. Расскажу подробнее о каждом месте и поделюсь организационными вопросами. Сиа Аквариум – это океанариум, где обитает более 100 тысяч морских животных, более 1000 видов в 45 разных средах обитания. Здесь можно увидеть акул, медуз, скатов и многих других экзотических морских существ. С 2012 по 2014 год океанариум считался самым большим в мире, и это не просто так. Он вмещает 45 миллионов литров воды, что составляет примерно 35 олимпийских бассейнов. В главном аквариуме содержится 18 миллионов литров воды. Только рядом с ним можно смело провести полчаса, а то и час, просто наблюдая за жизнью питомцев. Океанариум также знаменит самой большой коллекцией скатов-мант. Здесь обитают акула-молот, редко встречающиеся гитарные скаты, моллюски-наутилусы, а также ископаемые рыбы. По времени посещения стоит закладывать от 2 часов и больше, в зависимости от привычного темпа осмотра и участия в активностях. На острове есть целых 3 пляжа, оборудованных для купания. Пляж Палаван, пляж Силоса и пляж Танджонг. Эти пляжи искусственно созданы, песок для них привезли с островов Малайзии и Индонезии. На территории есть спасатели, навесы, гамаки, бесплатные туалеты, душевые, камеры хранения, кафе и пляжные клубы. На пляже Палаван мы даже увидели популярный в Азии магазин 7-Eleven. Еще с пляжа Палаван можно пройтись по подвесному мостику на остров, который является самой южной точкой континентальной Азии. А в нескольких метрах от пляжа есть поле для мини-гольфа. Мы с удовольствием провели здесь время. Вода и сам пляж были очень чистые. Плюс удалось отдохнуть и освежиться, что было очень кстати. Ведь в Сингапуре в погоне за достопримечательностями целыми днями с утра до вечера проводишь на ногах, да еще и в 30-градусную жару. Форт Силоса – еще одна бесплатная достопримечательность острова Сентоза и единственный хорошо сохранившийся прибрежный форт Сингапура, служивший частью обороны страны. Военный музей на территории содержит памятные вещи Второй мировой войны, в том числе береговые орудия, остатки укрепленных военных сооружений и туннелей, а также интерактивный документальный видеофильм с восковыми фигурами японских и британских солдат в палатах капитуляции. А дойти до форта можно по живописной тропе Skywalk, возвышающейся на 11 этажей и длиной 181 метр. Проход по ней тоже бесплатный. Еще одна интересная активность, в которой мы поучаствовали, это интерактивная выставка Гарри Поттера. Но этот рассказ заслуживает отдельного видео, о котором и будет мой следующий выпуск.
а пока расскажу организационные моменты. Остров Сентоза находится совсем рядом от материковой части Сингапура. Добраться сюда можно на канатной дороге, монорельсе, автомобиле или такси, или пешком по мосту. Канатная дорога имеет круговой маршрут с несколькими остановками. На каждой остановке можно выйти, прогуляться и поехать дальше. Добраться из города до канатной дороги можно на метро, а дальше пройти по указателям. Чуть сложнее разобраться со стоимостью билета. Круговой маршрут обойдется в 33 сингапурских доллара. Помимо большой канатной дороги есть еще и малая по самому острову Сентоза Лайн. Отдельный билет на малую канатку стоит 15 сингапурских долларов, а вот комплексный билет на две канатные дороги будет выгоднее 35 сингапурских долларов. Но на такой вариант стоит рассчитывать с пониманием, что билет оплачивается в обе стороны и стоит учитывать время работы. Большая канатная дорога работает с 8:45 утра и до 10 вечера, а последняя посадка в 21:30. Следующая опция добраться до острова – это воспользоваться монорельсом. Станция находится в пешей доступности от канатной дороги, но до монорельса нужно пройти сквозь торговый центр при выходе из метро, следуя указателям до 3-го этажа. У монорельса есть несколько маршрутов – до океанариума Waterfront Station, до пляжной станции Beach Station и до центра острова Imbiah Station. Стоимость монорельса существенно ниже – 4 сингапурских доллара. При этом в обратную сторону, с острова на материковую часть, проезд на монорельсе бесплатный. Время работы с 7 утра до 12 ночи. Третий способ добраться до острова – это пройти пешком по мосту. Звучит пугающе, но на деле красота. Это совершенно бесплатно, прогулка займет около 15 минут. А от жары предусмотрены козырьки, создающие тень, так что идти одно удовольствие и виды красивые. Выход к мосту нужно искать все через тот же торговый центр, следуя указателям Сентоза Boardwalk. Также добраться до Сентоза можно на машине или на такси по автомобильному мосту. За въезд на остров придется заплатить от 2 сингапурских долларов за машину, плюс оплатить парковку. При выборе способа стоит учитывать планируемое к посещению достопримечательности и отталкиваться от этого для построения маршрута. Мы на остров прогулялись по пешеходному мосту, а обратно вернулись на бесплатном монорельсе. По самому острову передвигаться можно пешком, на велосипеде, на монорельсе, на канатной дороге, на бесплатных автобусах и пляжных трамвайчиках. В основном между достопримечательностями проложены удобные пешие маршруты и прогулочные аллеи, иногда встречаются эскалаторы. От станции Beach Station курсируют 3 бесплатных автобусных маршрута, которые удобно использовать при перемещении между крайними точками острова. А между пляжами ездят бесплатные трамвайчики. По поводу питания тоже не стоит беспокоиться. На острове полно кафешек и магазинов на самый разный вкус и кошелек. Есть Starbucks, KFC, Макдональдс и прочие подобные заведения. Цены не выше материковых. Для ценителей также есть несколько магазинов 7-Eleven, в которых всегда можно найти сэндвичи и прочие закуски. В целом про остров рассказала. Из моих впечатлений съездить стоит. Даже если нет большого бюджета, можно просто погулять, поплавать и узнать что-то новое. Но с бюджетом здесь вообще сложно заскучать. Очень советую заранее подготовиться и спланировать активности. Время бежит очень быстро, и приехав без подготовки, можно легко растеряться. Мы провели на острове целый день, и несмотря на то, что уже много чего повидали и попробовали, катаясь по Азии, все равно остались довольны.